Всем привет! Все же не осталось в этом году без своих веников. Будет чем и самому их гостей попарить. Хотя это дело и было под большой угрозой. Сначала из-за того, что проворонил самое оптимальное время для заготовки сырья, когда занимался сеном и пчелми, а потом еще и время не мог выкроить. 2 дня практически лежали в машине, уже и листья начали подсыхать, пока начал вязать. Живя в деревне, практически в лесу, да еще когда свой дуб во дворе, покупать не вариант. Веники для чего нужны? Чтобы укреплять здоровье. А из магазина неизвестно какого они происхождения будут. Это у меня здесь в глуши экология отличная. Национальный парк, до оживленных трасс и города 15 километров. Да и то там никаких производств нету, а до ближайшего 50 будет. Да и цены видели на них. За один смотрел в интернет-магазине от 12 рублей, это где-то $4. А на сезон, знаю из прошлогоднего опыта, штук 15 нужно как минимум. Одного дубового веника мне хватало попариться раза на 3-4 практически на месяц. Эти, может, и не прослужат так долго, так как заготавливал не вовремя, и лист где-нигде уже пожелтел. Но нашел и попробовал сделать из хорошего плотного листа с лещины. Ну а так как дубовый веник обладает бактерицидным действием, так как в нем дубильные вещества, березовый веник из-за наличия в нем дегтя, а здесь ничего такого в лещине нету, то добавил еще белой полыни. Аромат просто великолепный, да и защитные свойства у него отличные. Не знаю, как такая комбинация в венике будет. Будет ли он хорошо париться, но попробую. Если отлично себя покажет, то можно будет в следующем сезоне побольше заготовить. Кстати, можно было бы попробовать заработать на них. Расходов практически никаких. Бечевка и налог десятина. А трудозатраты намного меньше, чем у заготовки сена. Да и маржа, наверное, больше бы получилось. Если цену поставить, там, скажем, наполовину ниже от магазина, рублей за 5, то, может быть, спрос и был бы. Ну, хотя еще нужно изучать, а, как говорится, уже поздно пить боржом. Хорошо, хоть успел себе связать, не нужно будет покупать. Посидел несколько часов, 10 веников сказал, и можно сказать $40 прибыли, как там говорится. Что сэкономлено, то заработано. Ну, конечно, мне эти деньги никто не даст, но зато свои останутся на кармане. А эти 2 дня не вязал, так как занимался другими запланированными делами, на которые ушло больше времени, чем думал. Полдня провозился с тем, чтобы прошлое видео загрузить на канал. Были какие-то там технические неполадки, медленно грузилось. Да и делал еще первый раз с телефона. Мой компьютер что-то глюканул, перестал включаться, придется в ремонт, наверное, вести. Да и монтировал тоже на телефоне, а делал тоже первый раз и больше времени ушло. Кстати, дайте обратную связь, качество не сильно ухудшилось. А на второй день в город ездил, дела решать. Шопингом позанимался. Хотел поехать еще на пляж, часика 3 поваляться, позагорать. Но долго провозился в местной администрации, так времени практически не осталось. Так и заскочил, слегка искупнулся и домой продажами заниматься. Пока был в городе, заказали у меня еще сено, так по приезду отвозил 25 тюков. А в администрацию ездил на консультацию по предстоящей стройке. По идее, у нас сейчас есть действующий 202 указ, который в этом вопросе практически развязывает тебе руки, если ты являешься собственником и живешь где-нибудь в глуши. На его основании можно без каких-либо разрешений, либо проектных документаций производить у себя реконструкцию дома, либо строить новые и другие постройки, но только 2 правил придерживаться. Это чтобы дом был не ближе от соседних смежных границ на 3 метра, а другие постройки на 2 метра. А у меня получается здесь спорный вопрос, могу ли я 202 указом президента воспользоваться. По идее, соседний участок тоже теперь уже мой, но он не является смежным, так как между ними проходит дорога, и фактически
дом стоит на границе моего участка. Про какие-то 3 метра тут и речи не идет, а тот конец так и вообще, наверное, и там в сантиметрах все будет измеряться. Съездил в архитектурном, так там мне тоже четко не разъяснили, а лист сослали на этот указ. Ну а чтобы не рисковать, решил все-таки пойти по длинному пути. Поехал в райисполком и написал заявление о получении вот этих всех разрешений. По идее, дней через 30 должны уже выдать. Нужно сделать фотосессию. Продажи вроде бы уже упали. Походу спрос удовлетворил. Да и в принципе конец сезона, трава скоро закончится, так на разведение уже мало кто будет покупать. Нерентабельно это дело на сене их отдавать. Но все же еще интересуются. А чтобы не ехали смотреть издалека, так вот сделаю видео, а отошлю. На основании его, может, и примут решение. С виртуальными делами покончено, можно заняться и реальными. Вот думаю баньку протопить. Заодно и веничек испробую из лещины. Если хорошо себя покажет, так есть еще возможность сгонять в лес, заготовить еще несколько. Лист там еще крепкий был. Ну а потом займусь кроликами. Как по традиции в банный день уборочку за часик произведу по-быстрому. Ну а потом нужно клетки делать. В одних из прошлых видео я говорил, что вроде бы как их спеху уже распродал, а мелких пересаживал только через месяц. Но случилась тут у меня непредвиденная ситуация, и опять нужны свободные квартирные места. Поеду, отвезу сено, заказали у меня партию. Решил вот принародиться, все же везти в соседнюю область. Посмотрел, по навигатору показывает 26 километров, только в одну сторону. Ну, если ехать, как в той песенке, по полям, по лугам, синий трактор едет к вам, то получится только 16. Ну и там буду приезжать рядом с небольшим озером, да и может еще какие живописные места посмотрю. Первый раз буду только в тех краях. Получится такое мини-путешествие, да и еще за счет заказчика. Заказ небольшой, всего лишь 15 тюков, но больше бы и не удовлетворил так быстро, потому что нужно тюковать, и это последнее готовое. А и так провозился с ними. У некоторых были веревки порванные, пришлось перевязывать. Ну, главное, чтобы дождь не пошел, а то в салон все не влезут, буду на крышу кидать. По прогнозу вроде бы не было на сегодня, но какой-то вот начинает покрапывать. Хотя и в соседнюю область не посмотрел. Ну, надеюсь, что все обойдется. Семь тюков ложится идеально. Можно даже и не привязывать, хоть по оврагам скачи, никуда не денутся. Ну, надеюсь, что не придется. Хотя стоит уже выдвигаться, а то мало ли дождь начнется. А путь не езженный. К тому же я выбрал его не легкий,
длинный по кругу, а тернистый короткий напрямую. Как говорят туристы, пойду по азимуту. О, уже часть поля запахали. Но надеюсь, что не все, и там проезд остался. Проезжал рядом с местом, где ловушку забирал последнюю. То заехал посмотреть теорию, что летные пчелы, если ловушка стоит недалеко, возвращается на то место. Ну, она, в принципе, и недалеко мне стояла, где-то около, чуть больше километра, может, километр 200. Сейчас и посмотрим. Ну да, действительно. Пчелы прилетели сюда на место, где лежала ловушка. Надо будет им тоже, может, какой домик привезти, чтобы потом забрать. Ну, ничего не поделаешь. Не будешь же отвозить ловушку километров за 5 ради горстки пчел, чтобы они там постояли несколько дней, а потом обратно ставить. Ну, в принципе, можно было поставить в подвал на несколько дней. Но они и так слабенькие. Не успеют, может быть, даже до зимы восстановиться и гнездо отстроить. Потому что пересаживал их, там их совсем немного. А еще ловушка, которая была без рамок, а только соты, не выдержала вот эту переезд по полю. Растряслась, и все соты оборвалось. Сейчас собирал утром их в один большой такой сот, приклеивал на рамку. Ну и думаю, восстановится. Главное, чтобы матка не повредилась при этом. Ой, еще не все поле запахали, проехал. Там еще овес не убрали, но, скорее всего, несколько дней уберут и запахают, и уже нельзя будет проехать, так как он с той стороны уже вовсю работают комбайны. Я же живу в конечной тупиковой деревне, на краю района, на краю области, и в лесу идет граница, и буквально все дороги идут в райцентр от меня. Но если проехать через лес по полю метров 600-800, то попадаешь в другую область, и здесь уже тоже конечные дороги. И можно спокойно дальше продвигаться. Но здесь еще такая не очень хорошая, а там дальше пойдет грунтовая дорога. И можно через километров 5 выскочить на асфальт. Как говорят, самая темная ночь перед рассветом. О, какие телята повырастали. Наверное, на одном комбикорме что такие злющие. Наверное, действительно им сено нужно добавлять в рацион, чтобы характер стал помягче. У вас их много, да? У нас питомник. Долго вроде бы и не ездил, за часа 3 ложился вместе с загрузкой и разгрузкой. Да и не останавливался нигде, не было по пути интересных мест, кроме озера. Но на нем я уже был, когда подписчица в гости приезжала. Да и не было особо времени пейзажами любоваться. Нужно было ехать домой, работы на сегодня было много запланировано.
У кроликов уже практически почистил, осталась только та клетка, что на улице, но походу там сегодня не судьба. Затянуло и сильный дождь пошел, но ничего страшного. Я у них убираю каждую неделю, так много не собирается. Вот со всех клеток только тачка. Да и клетки из-за дождя сегодня тоже, скорее всего, уже не продолжу. Следующий этап — нужно полы класть. А для этого необходимо разрезать тот шифер, что возле дома стоит. Такую погоду электроинструментом не поработаешь там. Ну а сюда тоже не принесешь. Из-за пыли и из-за шума болгарки кролики с ума сойдут. Да и в баню нужно будет уже скоро идти. Поздно париться не рекомендуется. А нужда в новых клетках, как я уже говорил, появилась. И не по одной причине, а сразу их несколько. Первая причина — это папашу нужно пересаживать в более просторную клетку, потому что, скорее всего, из-за маленьких размеров у него депрессия началась. Он сидит, отвернувшись в заднюю стенку практически все время, наверное, ничего не ест. Кормушка в основном всегда полная, лишь только когда я прихожу, разверну его и с рук покормлю, только, наверное, тогда. Не знаю, жалко его. Давай, разворачивайся. Он сидит такой весь. Панель. Ешь. О, видите, аппетит у него хороший, а сам ест не берет. Только когда с рук кормишь. Я думаю, надо пересаживать, пока он совсем не заболел. Вторая причина: здесь у меня в кошике еще кроль сидит. Нужно ему жилплощадь побольше. Это отсаживал с верхних клеток 3 кролей отдельно. Вроде бы нормально сначала жили, уживались, а недавно он начал всех гонять, так пришлось его в изолятор. Да и так поздно его пересадил, он там дело уже успел натворить. Пацанов я был отсадил в отдельную клетку, а вот девки пооставались с мамками, но походу их уже тоже нужно рассаживать. Черного отсюда отсадил, да походу уже поздно, дело успел натворить. А и мамка тоже молодец, не доглядела. Теперь он помогает нянчиться с внуками. О, незапланированная у меня пополненница. Надо бы им тоже отдельную квартирку, пока еще не подросли и не начали вылазить. Такие вот у меня дела. Все постоянно идет не по плану, да и погода вносит свои коррективы. Ну, вроде бы стихает, пойду смотреть, может быть, можно уже и продолжить. Ух, как-то совсем стемнело, жутковато в лесу стало. Приехал за пчелами, собрал в банку. Как-то жалко их стало. Дождь-то вроде бы еще не сразу закончился. Так сходил, клетки дочистил, те, которые на улице были, когда полностью стих. Ну а потом еще где-то часик сходил, прессовал сено. Заказчица написала, что еще хочет 15 штук. Но только что не сразу, так я уже думаю, пойду, время есть, напрессую. Ну а сейчас перед баней идти, вспомнил про них, что под дождем сидят. Так решил приехать собрать. Слышите, жужжат. Всех не собрал, где-то с десяток, наверное, осталось, но большинство. Я им закинул соту с медом. Так они полезли туда. Но пока остальных пересаживал, те, которые первые наелись, начали вылазить, так решил уже закрывать. Посидят, пожужжат денек-другой с медом, забудут сюда GPS-навигацию, как летать, ну и пересыплю тогда в их улья, откуда они прилетели. Ну а сейчас ехать, добираться домой. На велосипеде приехал.
тепленько здесь. Ну, можно хоть согреться, а то я в этом лесу, пока ехал, замерз. И замерз, наверное, не от холода больше, а от жути. Так темно, я и не думал, что так быстро стемнеет. В итоге, не знаю, успели ли записать, скорее всего, быстренько запотеет. В итоге, за этот месяц продал все сено, которое было запрессовано. 128 тюков, а ну еще 6 кроликов. Но буду тюковать второй укос. Шадо, что ты мяукаешь? Что, тоже в баню пойдешь? Иди сено прессуй. Куда ты идешь? Куда пришла? Шадо. Иди на улицу. Иди сено прессуй.